TP-Link Archer BE400 с индексом скорости BE6500. 2,5 гигабитный роутер. Wi-Fi 7 роутер. Почему я говорю 2,5 гигабитный? Потому что у него, покажи, пожалуйста, есть два 2,5 гигабитных порта. Есть WAN 2,5 гигабита, есть LAN 2,5 гигабита, 3 гигабитных LAN, и даже у нас есть вот с этой стороны USB 3. Очень неплох роутер, говорю сразу, мы тестировали и по покрытию, и по скоростям, и он построен на Broadcom. На каком? На Broadcom, вот так вот правильно будет сказать. Процессоре на каком мы дальше посмотрим. Единственное могу сказать, что 2 гигагерцовый. И интересен роутер тем, что вот TP-Link это компания, которая просто потихонечку делает свою работу. Кто-то гоняется там за эфемерными 6 гигагерцами, которые не везде разрешены, не во всех странах. Кто-то гоняется там за какими-то мегаигровыми функциями, там отдельно родительский контроль, и каждый там свой роутер пихает отдельно, там игровой роутер, там расширенный родительский контроль, там еще что-то. А здесь вот просто они берут и делают. Есть и приоритизация, есть и родительский контроль, приложение тезеринг, которое очень даже неплохое, ну и, конечно же, самый, вот что ни на есть, Wi-Fi 7, правда, двухдиапазонный, 5 гигагерцовый и 2,4 ГГц Wi-Fi. Роутер получился взвешенный, по очень неплохим ценам, ссылки в описании под видео. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А мы сейчас с вами пойдем, посмотрим на страничке продавца, вернее, на страничке производителя, что они нам заявляют. И, конечно же, потестируем и покрытие, и скорости, и самбу, и покажу его функции, которые у него есть. Что в комплекте? Кроме роутера, ну, как мы видим, здесь у нас 6 антеннок, да, с формулой MU и MIMO 2х2 в 2,4 и 4х4 у нас в 5 гигагерцовом диапазоне. Есть у нас вот такой вот классный патчкорд, очень неплох. Есть очень достаточно интересно мощный 30-ваттный блок питания для вот такого вот роутера, да, там и какие-то инструкции. Ну, конечно же, красивая коробочка. Если вы спросите про разные функции Wi-Fi 7, кроме 6 ГГц, то они есть. Мультилинк, конечно же, есть. Есть, ну, в DMA это уже Wi-Fi 6 функция. В принципе, давайте уже переходить. Меньше слов, больше дела. На канале Технозон. Поехали. Технозон. Начинаем со странички самого производителя. Archer BE400 с индексом скорости BE6500. И вот здесь двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью 6,5 гигабит в секунду. О чем идет речь? А это тотальная теоретическая канальная скорость, не фактическая. Она отличается. Конечно же, функция Multilink Operational. Operation это MLO, это просто, не просто смарт-сеть, где оно переключает автоматически. Это когда из двух сетей делает одну, то есть объединяет ширину канала. И действительно ваш смартфон, либо ваш компьютер, либо ваше устройство должно обладать Wi-Fi 7 для того, чтобы воспользоваться этой функцией. Ну, 2,5 гигабита, здесь все красиво расписано, максимальное покрытие, которое мы сейчас проверим, совместимость с Easy-Mesh, это прям топово, ну и остальные фишки, о которых мы поговорим. А вот теперь доходим. Проводное соединение 2,5 гигабита. Ну что, давайте сразу проверять. Тестируем 2,5 WAN и LAN, потому что мы сквозное пропустили сквозное с WAN на LAN 2,5 гигабита и получаем 2, даже больше у нас выходит 2,1, 2,2. То есть это честный 2,5 гигабитный роутер, конечно же. То есть никаких вопросов у нас тут нет и быть не может. Зато на отдачу у нас, слушайте, у нас на отдачу тоже больше 2 гигабит. Стабильно, нормально, больше 2 гигабит. И в сериях тестах мы столько и получали постоянно. Давайте дождемся конца тестирования. Есть. Ну, раз уж тестировали 2,5 гигабита, давайте сразу тестировать и 1000-мегабитные ланы. И они выдают чистый гигабит. Если вы думаете, что это не чистый гигабит, то поверьте, это 900, там, грубо говоря, 70 либо 80 мегабит плюс служебный трафик. Вот так это все дело считается. Поэтому тут вопросов нет. Давайте на загрузочку у нас 980, на выгрузку 100% где-то 975 будет. Ну, давайте проверим мою интуицию. Если чистый гигабит, должно быть 975. Ну... Ждем. 976 даже, супер. Отлично, хорошо, давайте посмотрим дальше. 6,5 гигабит двухдиапазонный Wi-Fi 7 скорость. О чем идет речь? Говорится о коннекте, вернее тотальной канальной скорости 5,7 гигабит в диапазоне 5 ГГц и о тотальной 688 мегабит в 2,4.
Ну что, проверим. Вот, пожалуйста, мы подключились к сети Wi-Fi 7 с коннектом 2,8 гигабит. Так и должно быть в 5 ГГц. Это максимальная скорость. Обновляем. Вы сейчас видите план нашего помещения. Тестируем сначала в зоне 1. Мы сразу будем проверять и скорость, и будем проверять конкретно покрытие. И получаем на смартфоне Wi-Fi 7. Ну, давайте посмотрим, больше 2 гигабит будет, оно будет, не будет. Ой, вообще, это очень мега скорости. Для Wi-Fi это прям отличная скорость. 1900, ну, сейчас посмотрим, 1929 фактических, отлично. На выгрузку, ну, пиковая была 1,6, сейчас среднюю посмотрим. По средней 1185. В зоне 2 стартуем тест, чтобы вы понимали, офис большой, 160 квадратов, стандартные у нас кирпичные стены. Сразу предупреждаю, если будут железобетонные, то здесь огибание будет хуже. То есть в любом роутере Wi-Fi это не ионизирующее излучение, это огибающее излучение. Поэтому при железобетонном покрытии, перекрытии будет тяжелее. Но мы сейчас проверим еще на другом этаже. Давайте, 1624, должно быть падение не более чем на 50-60%, это считается хорошим. Здесь у нас лучше ситуация. Давайте посмотрим. 1624 на 837. Пошли в зону 3. Включаем зону 3. Давайте обновляем. Старт у нас такой себе. И пошло-поехало. 1200, 700, 800. Ну, здесь, в принципе, я вам скажу, хотя и площадь большая, у нас достаточно мало мебели, поэтому результат предсказуем. Но роутер неплох, по покрытию очень неплох. Видели результаты похуже. Значит так, на выгрузку 1200-1300 была в пике. И средняя будет где-то в районе гигабита. Сейчас дождемся конца теста. Отлично. 913. Зона 4. Нижний этаж через бетонное конкретное перекрытие. Давайте стартуем. И здесь это прям отлично для такого перекрытия и такого метража. То есть, по сути, мы ушли на другой этаж с перекрытием из бетона. Лисичка сейчас еще пройдет до нашего роутера и покажет вам, насколько это большое расстояние. Ну, вообще большая площадь тестирования. 477 на загрузку и 358 на выгрузку. А теперь, Лисичка, ну иди покажи, пожалуйста. Смотрите, то есть это мы были с вами на первом этаже, поднимаемся на второй этаж. Здесь уже капитальные бетонные перекрытия, ничего у нас нормально, скажем так, нет прямой нормальной видимости. Идем и доходим аж в конце студии вот до роутера, пожалуйста. Но если пошла такая возня, то давайте сразу и 2.4, Wi-Fi 7, Connect 344 МГц и сразу стартуем. Он работает в автомате, переключится, если надо будет, на больше, на 40 МГц. И здесь возле роутера у нас выходит, было пиково 250-300, чуть больше 200 мегабит. Среднестатистические показатели для такого типа роутера, именно такой мощности, вот так вот. Здесь получилось 205 на загрузку и 163 на выгрузку. Давайте зону 2 проверим. Стартуем зону 2, я вам скажу, с учетом того, что это мусорный диапазон 2.4, да, устаревший уже, и загруженность этого диапазона всего 13 каналов, то этот роутер вообще очень неплохо справляется. У нас получилось 120 будет средняя или не будет? 125, даже 126 средняя на загрузочку и 104 на выгрузку. Зона 3. Обновляем сразу же наш тест и стартуем. Давай. О, стартануло. 140 почти мегабит. Очень даже симпатично. 141 на загрузку и 101 на выгрузку. Ну что, пойдем этажность еще потестируем. О, на этажности посмотрим. Аж интересно. Давайте стартуем тоже тест. И получаем, ну, больше 50. Ну, давайте. Сейчас переключилась на другую. 60. Ну, я вам скажу, он интереснее справляется, чем Wi-Fi 5 ГГц по проценту падения к этажности. Поэтому, в принципе, для организации умной сети очень даже неплохо. 71 мегабит на загрузку и давайте
40, 60. Тут будет, наверное, больше 50. 50. Супер. Wi-Fi нас действительно порадовал. Ну, мы видим, что у нас есть поддержка 4К кам, это модуляция. Они расписывают опять про MLO, 2,5 гигабитные порты мы проверили. И, конечно же, про EasyMesh, которые поддерживают данные роутеры. То есть здесь даже схематично сделали со стандартным повторителем, усилителем и с устройствами и плюс EasyMesh. Я думаю, что вы можете перейти по ссылке в описании под видео и сами посмотреть, как это схематично выглядит. А тут у нас приложение. Ну и по приложению, смотрите, стандартно. У нас есть сканирование сетей. У нас есть, давайте так, это по безопасности. У нас есть веб-защита и защита умного дома, и защита от атак. Родительский контроль и стандартные настройки роутера. То есть полностью стандартные настройки. Вы можете управлять полностью всеми аспектами. Например, там интернет подсоединением. Например, допустим, ну это у нас базовая настройка. Мы выйдем, чтобы не сбить настройки роутера. Но при этом есть управление там разными сетями. Не сетями, а ваном. Да? Есть управление сетью для умного дома. Управление EasyMesh. Режим экономии, экономичный режим и оптимизация самой сети. То есть мы можем оптимизировать прямо отсюда из приложения со своего смартфона. При том, что это все в облаке, то есть вы имеете доступ к любому из любой точки мира. Больше здесь нам смотреть нечего. Давайте спецификацию. Ну кроме того, что поддерживаются VPN-серверы и клиенты. А вот это мы уже посмотрим с вами отдельно. В спецификациях почему-то TP-Link стесняется рассказать, какой процессор и какая формула памяти. Но я себе выписал. Смотрите, у нас памяти 1 гигабайт DDR4L. Формула MU-MIMO у нас на 2,4, вот я себе выписывал заметочки, у нас формула 2 на 2, а на 4, вернее 4 на 4 у нас на 5 ГГц. И плюс у нас процессор Broadcom BCM 6766 с тактовой частотой 2 ГГц. Очень-очень симпатично. При том, что он поддерживает все стандартные фишки Wi-Fi 6, не Wi-Fi 7, MU-MIMO, VDMA, но это и Wi-Fi 6 было, Airtime Fairness, там DFS и огромные различные моменты. Ну давайте перейдем в сам роутер. Сразу вижу здесь USB, вот хочу сразу с ним закончить, с этими тестами. Сразу у меня попадается в глаза USB хранилище данных, имеется в виду, что здесь есть USB 3, куда можно подключить ваш жесткий диск и, например, открыть там сервер, Samba сервер поднять, да, либо внешний интернет FTP из внешнего, допустим, интернета через DDNS можно, если у вас белый IP, вообще все проще. Плюс у нас здесь многоуровневый доступ и есть даже библиотека мультимедиа. Ну, давайте протестируем с вами скорость Samba сервера. Для того, чтобы протестировать, нужно просто скопировать с него и посмотреть на скорость. Давайте выбираем копировать и видим 80, 90, 107 мегабайт в секунду максимально. Давайте еще раз подтвердим данный замер, удалим и скопируем еще что-нибудь. Давайте, ну вот у нас есть какой-то там файлик. Окей. Копировать. И мы видим с вами те же самые результаты в пике до 107 мегабайт в секунду. Чтобы вы понимали, это 856 мегабит. Фактически на гигабитной линии сидит у нас Samba. Также, вот если про медиаплеер, то это если у вас есть, допустим, там телевизор, если у вас есть, например, там медиаприставка, то вы можете с жесткого диска через именно DLNA сервер смотреть какой-то контент. Свой личный, я не могу говорить, какой контент вы можете там смотреть и что вы с ним будете делать, но мы можем с вами запустить, например, какой-нибудь тестовый ролик в 4К. И, пожалуйста, все эти видео воспроизводятся, но я выключу, потому что правообладатели не дремлют. Но давайте пройдемся по стандартным настройкам. Есть схема сети, где мы можем управлять меш-устройствами либо клиентами, вплоть до ограничения их скорости. Это вот очень удобно отдельно. По интернету можем работать с PPPoE, со статическими IP-адресами LTTP, PPTP. В беспроводном режиме мы можем включать TVT. Это классная тема, это расписание доступа, обмена пакетами данных между мобильными устройствами роутера, сохраняет заряд, очень классно. Теперь можно включать OFDMA только, можно FDMA плюс MU и MIMO, можно включать отдельно 2.4, можно 5, при этом в дополнительных настройках мы видим от 1 до 13 канала в 2.4 поддерживается. Работает 2.4 тоже в Wi-Fi 7 режиме, есть 20-40 миксованные и отдельные каналы по 20 и 40. Не каналы, а ширина канала. Также у нас есть в дополнительных настройках 5 ГГц 160 МГц, есть 80 МГц сети миксованные, каналы от 36
ой, сейчас попадем, 36 до 128, включая DFS, оба диапазона поддерживают WPA3 и опять же поддерживается Wi-Fi 7. Плюс есть возможность включить мультилинк, есть возможность включить гостевую сеть и сеть устройств умного дома. О чем идет речь? Это изолированная сеть для того, чтобы невозможно было взломать извне. Также есть у нас Home Shield. Это классная тема, чтобы сканировать безопасность вашей сети, вашего роутера. У меня здесь одна угроза, это по моему Wi-Fi именно паролю. Также у нас есть родительский контроль, очень классный, с фильтрацией. Ну, допустим, давайте имя фильтра выдадим, имя профиля и перейдем, добавим устройство какое-нибудь, ну, вот у меня здесь одно тестовое, и перейдем на веб-фильтр. Сразу говорю, можно заблокировать контент для взрослых, онлайн-покупки, гейминг, мессенджеры, потоковое аудио, видео, соцсети, общий доступ к файлам. Очень классная тема, очень классная. Приоритизация данных, также у нас есть игровая приоритизация и больше функций, имеется в виду, там, допустим, использовать тезеринг через родительский контроль, анализ использования сети через сам по себе тизер. В сети у нас есть еще NAT-переадресация с поддержкой демилитаризованных зон и UPnP, ну это Home Shield мы уже с вами видели, есть защита с межсетевыми экранами, контролями доступов, привязками IP, допустим, теми же самыми шлюзами уровня приложений и изолирования устройства. У нас есть VPN подключение. Вот это, кстати, очень классно, при том, что он поддерживает клиенты multi-VPN, VPN Merge. Например, вы можете объединять несколько VPN-сервисов. Это очень круто работает. Почему? Потому что вы можете использовать бизнес-VPN и можете использовать гейминг-VPN. Также у нас есть поддержка VPN-серверов, OpenVPN, PPTP, L2TP, IPsec, WireGuard. И есть у нас соединение уже со шлюзами, ну, будет просто-напросто показывать, какие соединения. IPv6 поддержка, умные ассистенты и, конечно же, управление Easy Mesh. В принципе, больше ничего здесь интересного нам нет, кроме того, что есть TP-Link ID, где вы можете зайти, допустим, и посмотреть привязку вашего роутера. Вот, пожалуйста, у нас подвязан роутер на текущий момент. Очень даже все неплохо сделано. Готов пройти и прорезюмировать данный роутер. В качестве выводов скажу, прикольный роутер. Я рекомендую. Знаете, он мне напомнил, как в свое время на рынок ворвался Wi-Fi 6 роутер TP-Link AX73. Помните такой? Это вот прям вот такой вот народный, я думаю, будет Wi-Fi 7 роутер, двухдиапазонный. И у меня к нему вопросов немного. Он действительно просто хорошо работает. С вами был Баба, он на канале Технозон. Пока.